Я рассказывала о прекрасном препарате Бонафорте. Прекрасный препарат, спрей от насекомых. Ни от каких насекомых не помогает, но помогает от грибных комариков. Но когда их слишком много, 10 сантиметров в грунт он не пробежит, ему воздух нужен. Поэтому прячется, он ныряет туда на сантиметр, на 2. И вот там же откладывает свои личинки. Сначала яйца, потом личинки. Когда личинки вылупляются, им же кушать хочется. Им же тоже хочется превратиться в комарика. И вот тогда начинается самое-самое ужасное. Они похожи на мелких червяков. А личинки питаются корнями орхидей. Я очень долго искала препарат, который бы мне в этом помог. Которым можно поливать орхидею. Добрый день, друзья! Еще раз хочу вам рассказать, чем можно пользоваться для истребления грибных комариков в горшках наших орхидей. Получилось так, что осенью я некоторые орхидеи пересадила в кокосовый субстрат, в кокосовые чипсы. И появилось очень много грибных комариков. По какой причине? Ну, причина бывает часто банальная. С новой орхидеей принесены грибные комарики домой. И они быстро разлетаются по горшкам наших орхидей. А если еще орхидеи посажены с корой, то это им очень-очень нравится. В керамзите их практически нет, там им негде жить. А вот где есть кора, а у меня сейчас появилось много орхидей, посаженных в керамзит с корой, и грибные комарики появились. Больше всего, конечно, их на котлеях, в горшках, где посажены котлеи и дендрофаленопсисы. И, о ужас, зимой эти грибные комарики начали летать по всей квартире. Я их замечала везде. Я их так ласково называю, грибные комарики. У них действительно такое название. Оно кажется таким милым, но грибной комарик, он не так прост, как нам кажется. Сам грибной комарик, ну, полетал и погиб. А вот его личинки доставляют нам много неприятностей. Поэтому у нас есть видео уже, и не одно о грибных комариках. И я рассказывала о прекрасном препарате Бонафорте. Ссылку на видео, конечно же, я оставлю в правом верхнем углу экрана. Прекрасный препарат, спрей от насекомых. Ни от каких насекомых не помогает, но помогает от грибных комариков. Но когда их слишком много, он не всегда справляется. Но если вам нужно обработать тот горшок, который вы недавно купили, принесли домой и увидели, что оттуда кто-то вылетел, тогда он прекрасно справится. Нужно промочить 2-3 сантиметра грунта, опрыскать. Прекрасно справляется. Очень хорошо действуют клейкие ловушки, но они ловят только комариков, уже взрослую особь. И, конечно, зимой я пользовалась этими ловушками. Поставила орхидею. Орхидея называется анаконда. У нее нет грибных комариков. Я просто поставила сюда ловушку, чтобы не класть ее, она очень липкая. Посмотрите, какое количество грибных комариков налипает на такую ловушку. Можно воспользоваться. Но это чтобы выловить уже летающих насекомых. А вот что же делать, когда в грунте этот грибной комарик откладывает свои личинки? А личинки питаются корнями орхидей. Я очень долго искала препарат, который бы мне в этом помог, которым можно поливать орхидею. И нашла. Называется Биостоп. К нему прилагается большая инструкция. Препарат непростой, но очень действенный. Я прочитала много отзывов до того, как приобрести этот препарат, и приобрела. Самое важное, что им можно не только
опрыскивать, как вот этим препаратом, ну, развести по инструкции. Сейчас немножко расскажу, как я не так разводила по инструкции, как здесь написано. Но здесь это упоминается. Можно и опрыскивать грунт, и поливать. То есть не 2-3 сантиметра, а пролить весь горшок. Вот это для меня было очень важно, потому что пролить вот этим препаратом весь горшок, это будет очень дорого. Этот препарат значительно дешевле, тем более, что он концентрирован, его нужно разбавлять. Но он действует не только на грибных комариков. Здесь очень большой спектр и домашних муравьев, и вредоносных насекомых. И если у вас есть дача, и вы не можете справиться с какими-то муравьями, я знаю, что на дачах очень бывает много муравьев, которые заползают и доставляют большой дискомфорт, когда они заползают на кухню, можно опрыскивать вот этим препаратом, называется Биостоп. И когда я прочитала всю инструкцию, вот грибные комарики причисляются просто к мошкам, их считают мошками. Здесь написано, что можно развести на пол-литра 5 мл. Но самая последняя строчка: для особо привередливых и нежных растений можно снизить дозировку в 2-3 раза. Я считаю, что наши орхидеи особые растения и очень привередливые, потому что корни-то у них изначально воздушные, и навредить корням орхидеи не очень хорошо. Поэтому я разводила 1 миллилитр на пол-литра, то есть 2 миллилитра на литр. Просто проливала грунт. Не этой орхидеи, других, там, где я знаю, есть грибные комарики, но остальные орхидеи можно точно так же, как вот этим спреем, можно точно так же опрыскать. И, о счастье, грибные комарики исчезли после одной обработки. Но препарат достаточно сильный. И в этой инструкции указано, сильно делается на этот акцент, что обязательно обработку проводить в перчатках и в маске. Да и вообще, любое опрыскивание любым каким-нибудь препаратом, то ли мы боремся с вредителями, то ли мы делаем какую-то специальную обработку, защищайте свои легкие хотя бы маской. Она предохранит от попадания мелких частиц препаратов в ваши легкие. Ну а перчатки — это по желанию. Конечно, у нас у всех руки нежные, и мы пользуемся и кремами, и всем остальным, так почему же не воспользоваться перчатками, когда это действительно нужно? Но препарат рекомендуется для обработки производственных пищевых помещений, но особо указывается, что желательно в месте обработки препарата, чтобы не было животных, людей. Вы же всегда можете провести обработку в какой-то комнате, где у вас никого нет, кроме вас. После этого проветрить помещение. Да и в момент обработки вы можете открыть окна, форточки, для того, чтобы был доступ свежего воздуха. И особенное внимание обратите, если у вас есть рыбки в аквариуме, ну или не обрабатывайте в этой комнате, или же закройте крышкой и отключите подачу кислорода. То есть отключите компрессор, проще сказать. А так можно в лечебно-профилактических учреждениях. То есть это очень хороший препарат. Даже здесь написано, что борется с клопами. Для меня это вообще что-то страшное. Скажу вам по секрету. Крысиные блохи. Я даже не знаю, что это такое. Окрыленные комары. Какие-то тараканы. В общем, муравьи и все остальное. В общем, большой спектр действия. Но грибных комариков убивает просто замечательно. Вот такой препарат. Еще раз показываю.
Вот такая новинка у меня появилась. Обрабатывала я один раз, комаров нет сейчас. Комариков. Комариков, да. Они же комарики, они же не комары. Но они действительно крошечные. Вы видели на желтой вот этой липучке, они действительно крошечные. Но если рассмотреть его в микроскоп, это миленький-миленький комарик. И взрослая особь, она безобидна. Но вы знаете, она так бегает по листьям, что на вот этих лапках может разнести какую-то инфекцию. А прячутся они опять в грунт. 10 сантиметров в грунт он не пробежит, ему воздух нужен. Поэтому прячется, он ныряет туда на сантиметр, на 2. И вот там же откладывает свои личинки. Сначала яйца, потом личинки. Когда личинки вылупляются, им же кушать хочется. Им же тоже хочется превратиться в комарика. И вот тогда начинается самое-самое ужасное. Они похожи на мелких червяков. И кто-то мне когда-то писал, приобрели орхидею, летали мушки, а когда начали пересаживать орхидею, увидели много червей. Но это не в плане вот таких червей дождевых, а в плане мелких червяков, которые съели корни орхидей. И вот этого нужно всегда не допускать. Поэтому боритесь любым доступным для вас средством. Чесноком не борюсь. Потому что запах будет в квартире, не проветривается никак. Если у вас 10 орхидей, вы, конечно, можете сделать чесночную воду. А если у вас 350 орхидей, вы представляете, сколько нужно чесночной воды, какой будет запах в квартире и сколько будет пахнуть из горшка. Из горшка пахнет очень долго. Поэтому чесночной водой я пользоваться не могу. Но после чесночной воды придут подуры. Да, ну все правильно. Муж мне сразу подсказывает, что от чесночной воды подур будет несметное количество, потому что чесночная вода для подур – это шоколадка. Да, она проходит ферментацию и начинает им очень нравиться. Да, очень им это нравится, и тогда они размножаются в несметном количестве, геометрической, в арифметической, в любой прогрессии идет размножение подур. А с подурами вообще нет смысла бороться. Они не грызут корни орхидеи, они питаются разлагающейся органикой. Но тогда нужно очень хорошо просушивать горшки. Но от запаха вы будете долго-долго дышать сплошным чесноком. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Выбирайте для себя лучшее и то, что вам доступно, комфортно и нравится.